Вот мы и дочитали книгу «Слова назидания» Абая. Оля сейчас положит в местную библиотеку. В общем, книга здесь. Кто найдет, прочитайте и напишите нам в комментариях чего-нибудь. Пусть люди просветятся словами назидания Абая. Всем привет! Сегодня у нас последние слова назидания Абая. Когда читаем книгу, оставим ее в отеле в Камбодже. Кто найдет, напишите, пожалуйста, в комментариях. 1898 год. 42 слово. Одной из причин, способствующих пристрастию казаха к дурному, является отсутствие достойного занятия. Разве смог бы он отвлекаться на пустое времяпрепровождение, если бы занимался хлебопашеством или торговлей? Вынужденное безделье превратило казаха в бродягу. Выпросив у кого-нибудь лошаденку, он скитается из одного аула в другой, привыкая жить на дармовщину, собирает сплетни, стараясь вовлечь людей в интригу и рассорить их, или же вместе с подобными себе строит другим козни. Честный труженик посчитал бы такую жизнь собачьей. Как ни тяжела работа, он не променяет ее на бродяжничество. Богачам, в свою очередь, кажется скучно жить, занимаясь разведением скота. Они оставляют стада на попечение пастухов или своих малолетних детей и тоже покидают дома. Богачи терпят, когда их скот становится добычей воров и зверей или гибнет от холода и бескормицы, но они не могут вынести того, чтобы остаться в стороне от участия в заговорах, сплетнях и дрязгах. Они обязательно должны разъезжать по аулам, встревать во все споры и тяжбы, а потом, развалясь за чужим дастарханом, развлекаться пересудами о людских несчастьях. Подобное времяпрепровождение превратилось в привычку многих, ибо плохое, как известно, быстро становится достоянием людей. В степи теперь не ценят людей, знающих толк в ведении хозяйства, умеющих пасти и выращивать скот, зато почитают смутьянов и сплетников. Немало добрых казахов побросали свое большое или маленькое хозяйство и скитаются сейчас по степи. Они выуживают сплетни, ищут ссор, собирают крохи за чужим дастарханами. Им дела нет до того, что хозяйства их, за которыми присматривают знакомые или соседи, хереют, а семьи терпят нужду. Недостатком хвалятся нынче люди, а умением надуть честного человека. Не умом и честью гордятся, а искусством составления доносов на своих врагов. Даже бедняк-однолошадник, держащий в руке прут вместо камчи, познав эти два искусства, вымогает у какого-нибудь простодушного хозяина хорошего коня, наедается жирного мяса, садится в гостях на почетное место. Бродячие советники знают богачей, неравнодушных к лести, как свои 5 пальцев. Сперва они добиваются их расположения добрыми советами, а потом вовсе привязывают к себе. Вы только прикажите, лебезит подобный доброход, а я уж живота не пожалею ради вас. Готов в огонь и воду. Глядишь, он уже подчинил Бая себе и распоряжается чужим имуществом, как своим собственным, и становится в ауле уважаемым человеком. Несчастный Бай и не понимает, что отныне он навсегда потерял свою независимость и спокойствие. Не видит он, что зазря раскошеливается. Постепенно он привыкает по любому, даже самому незначительному делу советоваться с этим проходимцем, который, естественно, стелется перед ним коровьей и находил, чтобы не потерять своего положения. «О мой повелитель, неужели вы не знаете его?» – нашептывает он на ухо Баю о человеке достойном. «Ведь это же известный интриган. На эту его уловку вы должны ответить так, а вот тут эдак». И добивается того, что Бай начинает заноситься и говорить доброму человеку слова, которые еще больше усложняют дело. Отворачиваться от Бая человек, недовольный исходом разговора, а советнику только это и надо. Вот видите, каким он оказался, спешит он со своими откровениями. Хорошо, что вы последовали моему совету. Хитрил ведь, разве доброжелатель поступил бы таким образом?
теряет волю Бай и отныне ни шагу не может ступить без своего угодливого советничка. Перестает он верить людям, и люди больше не доверяют ему. Таковы сегодня разум и образ жизни степняка. 1898 год, 43 слово. Душа и тело даны человеку природой, свойства же их различного происхождения, и проявляются они по-разному. Одни, так называемые непроизвольные, рождаются вместе с человеком, другие приобретаются им в результате труда. Потребность есть и пить прирожденная, сон тоже. Желание видеть мир и познавать его тоже непроизвольная потребность. И только ум и знание являются плодами трудовой деятельности человека. Человек познает окружающий мир, обладая глазами, слушая его звуки ушами, прикасаясь к предметам руками, вдыхая запахи носом, определяя вкус языком. Все его ощущения, и приятные, и неприятные, запоминаются ему, как определенные образы. Усваиваясь указанными 5 органами чувств, они располагаются в памяти в определенном соотношении, создавая некую систему образов. Образность того или иного явления или предмета, прочность закрепления в его памяти находится в прямой зависимости от силы впечатления, произведенного этим предметом или явлением. Впечатление от какого-нибудь нового явления может привести в движение целый ряд ранее усвоенных образов, и некоторые из них становятся еще более яркими, а другие тускнеют. Итак, мы имеем дело не с системой неких застывших образов, сложившейся от первоначального восприятия, а с непрерывно изменяющейся формой познания мира. Человеческий дух постепенно крепнет этими приобретениями, радостями и переживаниями. Нетрудно понять, почему сила духа на первых порах слаба. Она в этот период в основном зависит от объема или суммы познаний. То есть, чем больше отягощена память, тем больше крепнет человеческий дух и его воля. Человек критического ума, склонный к анализу, умеющий отделять нужное от ненужного, как правило, обладает сильным духом, а тот, кто не размышляет над услышанным или увиденным, не только не приобретает нового, но и теряет ранее приобретенные познания. Дух его слабеет. Человека, понявшего эту закономерность, думается, уже можно назвать ученым. Но существует иная категория людей. Что я могу поделать, раз Всевышний не наделил меня умом? Разводят они руками. Он создал нас не одинаковыми. Ты умен, а я нет. Эти люди клевещут на Аллаха, чтобы обделить свое невежество и ленность. Разве Аллах говорил кому-нибудь из них: не наблюдай, не прислушивайся или не задумывайся над тем, что увидел и услышал, или не запоминай ничего? Разве Аллах заставил его, скажем, предаться бездумному веселью, гнаться за угощениями, подолгу спать или хвастать? Нет, Создатель не виноват в том, что этот человек отвернулся от духовных ценностей и превратился в подобие животного. Вообще, странных людей на свете хоть отбавляй. Есть и такие, которые согласны, что ум складывается в процессе труда, а желание – непроизвольное чувство, изначально вложенное в человеке. Спорить тут не приходится, ибо стремление познавать можно заметить в каждом ребенке. Но дальше эти люди утверждают: у кого было больше желания, те, понятно, стали умными, а у кого желания оказалось меньше, те не смогли многого достичь. Наверное, неверное утверждение. Мы уже говорили, сила духа на первых порах незначительна, и если не развивать своего стремления к познанию, то легко потерять даже то малое, что имеешь. Мастерство человека и его искусство шлифуются непрерывными занятиями, упражнениями. Бездеятельность приводит к тому, что постепенно начинают стираться те или иные грани мастерства, а потом и перестает существовать и само мастерство. Человек может даже не заметить, что он стал другим, ведь мастерство или знание предупреждают: вот, мол, я ухожу. Просто человеку нужно всегда помнить, с каким трудом он рос и познавал мир. Потеряв свои знания, неимоверно трудно овладеть ими снова. Может не хватить духа. О силе духа, или, как еще говорят, о душевной силе,
можно писать очень долго, ибо рассуждение о ней представляется мне началом самостоятельной науки, а всякая наука бесконечна. Но есть три свойства, которые, без сомнения, составляют основу силы духа, и к ним следует относиться с бережностью, ибо, потеряв их, можно потерять и саму человеческую сущность, а значит уподобиться бессловесной твари. Первое свойство – это живость восприятия или, как говорят по-русски, подвижный элемент. Что бы ты ни увидел и не услышал, о чем бы ни узнал, ты должен не только быстро установить суть нового, но и выяснить, что оно даст тебе в будущем. То есть необходимо определить при этом две возможные крайности, какая будет от него польза и какой вред. Без подобной подвижности ума, которая в кратчайшее время выясняет степень ценности нового, нельзя считать достаточно полезной самую кропотливую и долгую учебу. Человек обязан научиться вовремя продумывать сложившуюся ситуацию, вовремя принимать решение и осуществлять его. Короче говоря, он должен вовремя сказать свое слово. В противном случае его всю жизнь будет преследовать раскаяние. «Ах, какая досада!» – будет думать он. «Надо было поступить иначе. Упустил я время». Второе. Это свойство, объяснимое через притягательную силу однородного. Эта сила обеспечивает удивительную способность сравнивать то новое, что человек узнал, с уже известными ему истинами. Действительно ли они однородны полностью, или, скажем, схожи только их отдельные свойства? Желание установить связи между новым и старым заставляет человека спрашивать о непонятном у других, изучать их по книгам, подолгу размышлять. Третье. Это впечатлительность, сердца. Ею надо дорожить, и сохраняет ее, обретая сердце от таких губительных пороков, как самодовольство, корыстолюбие, легкомыслие и беспечность, тогда как в чистом зеркале отразится в сердце любой образ, и он воспринимается всеми человеческим существом и запомнится надолго. Если же не удастся сохранить сердце в чистоте, то и отраженный в нем мир будет искаженным. Он предстанет неверным, тусклым. Бессмысленно для человека подобное знакомство с новым. Оно увидено им в ложном свете и обязательно приведет к ошибкам. Силой своих рук человек добивается или создает материальное благо. Оно дает много пользы, но в нем достаточно и вреда. Человек обязан помнить об этом, иначе он не удержит своего состояния. С помощью силы духа и воли человек постигает науку, но и у науки имеются сильные и слабые стороны. О них тоже должен знать человек. Тогда ему будет ясно, как развивать науку и извлекать из нее пользу, направленную на благо народа. Но все хорошее в мире имеет свою меру, и знать ее – большое дело. Нельзя, например, уподобляться человеку, который фанатично, предавшись делу, теряет здравый рассудок. Все, что сверх меры, несет зло. В еде и питье, в смехе и веселье, в объятиях и поцелуях, в стремлении накопить богатство, в ловкости и хитрости, в одежде, во всем должна присутствовать мера. Древние мудрецы говорили, то, в чем ты всегда находишь радость, однажды принесет и огорчение. Так пусть не останется тайной, что живность восприятия и умение сопоставлять вещи – это те самые две силы, которые, объединившись, дают все необходимое человеку. В них сокрыто добро и зло. Карьеризм, хвастовство, злобность, лживость и все остальные пороки тоже рождаются ими. И человек, как мы уже говорили, в силах не поддаваться пагубным страстям, и если выбирает в себе умение отличать хорошее от плохого. Но одним разумом все же не устоять. Разум должен объединиться с волей, и тогда можно обуздать страсти и успешно противостоять порокам. Тот, кто обладает указанными выше качествами, может управлять живостью восприятия и силой притяжения однородного однородным, как верным иноходцем, которому знаешь, где доверить поводья. Но если разум и воля твои невелики,
или ты обладаешь лишь одним из указанных качеств, считай, что ты потерял власть над двумя свойствами духа. Ты окажешься в положении всадника, которого понес невзнузданный дикий конь, рискуя в любую минуту ударить о скалы, бросить на камни или свалить в воду. Одному Аллаху ведомо, где и когда это случится. У тебя же не останется иного выбора, кроме как ждать беды. Развивая полы халата и устремив безумные глаза в небо, ты несешься куда попало, и унижение от собственного бессилия будет преследовать тебя до самой последней минуты. 1898 год, 44 слово. Самый жалкий человек на свете – это человек без стремлений. Но стремления бывают разные, да и люди не похожи друг на друга, по-разному идут они к своей цели. Надо сказать, что само по себе это свойство воспитывает в человеке постоянство и обогащает его ум. Но вот это любопытно. Независимо от того, имеет ли человек какое-то стремление или не имеет, он радуется, когда его кто-нибудь похвалит. Душа его потянется к этому человеку, и зачастую он даже не думает о том, заслуженная это похвала или незаслуженная. Человек обычно делится мыслями с близкими себе людьми, и когда ждет одобрения своего поступка или признания заслуг, то ждет именно от них. Похвалы людей иной среды он не жаждет так сильно. Странно идет человек к самоутверждению. Понятно и то, что большинство людей стремится к благополучию, но досадно, когда видишь людей, изо всех сил рвущихся к власти или богатству. Для таких, как говорится, все средства хороши, и они с жадностью и хитростью накапливают богатство, полагая, что народ не осудит толстосума, превратись он хоть в собаку. Они знают, не где-нибудь, а именно в его народе бытуют пословицы «Кто богат, тот и прав», или «У богатого лик светел, темен он лишь у нищего». И вот люди идут на поводу у ложной мысли, считая, что только богатство принесет им славу и почет. И они правы, если смотреть на мир глазами степного люда. Но с общечеловеческой точки зрения, это, конечно, глупо и низменно. И точно так же жаждут богатства и славы, люди хотят прослыть хаджи, храбрецами, знатоками, ловкачами, хитрецами. При этом каждый мнит себя самым необходимым и полезным для народа человеком. Они делают свой выбор хитро, прощупывают пульс казаха, смотрят ему в лицо и безошибочно определяют, какое из перечисленных достоинств сейчас больше в цене и принесет им наибольшую выгоду. Это отстоит далеко от того выбора, о необходимости которого для народа узнают по книгам. Они стараются прочитать мысли человека по выражению его лица. Люди, серьезно интересующиеся книгами, знают, что сперва следует позаботиться о душевной чистоте, а потом уже подумать над тем, каким полезным образом посвятить себя служению Аллаху и народу. Но если ты далек от этих размышлений и забот, и если предпочитаешь любоваться своей цели, не интересуясь книгами, а высчитывая выгоду по лицам людей, то что тут сказать, возможно, ты силен лишь задним умом, ведь не зря говорят «чужая душа потемки». 1898 год, 45 слово. Самым веским доказательством существования Всевышнего является то, что многие тысячелетия люди на разных языках говорят об одном и том же, о великом и непогрешимом Создателе. Сколько бы ни было видов религии, все они утверждают, что Всевышнему присущи справедливость и любовь. Мир создали не люди, мы только познаем уже сотворенный мир. Мы всей душой стремимся к высшей справедливости и божественной любви, и мудрым становится тот, кто искренне поверил и понял величие Всевышнего. Именно искренне поверил, а не заставил себя уверовать в это. Сущность человека составляет любовь, справедливость и душевность. Люди не могут обходиться без этих начал. Просто в жизни не бывает случая, когда бы они не участвовали и не предрешали ту или иную судьбу. Таким создал Всевышний наш мир. Даже у жеребца, когда он покрывает кобылу, проявляется чувство.
Ученым и мыслителем становится только тот, кто способен на глубокое чувство и обладает высшей справедливостью. Но не мы придумываем науку, она появляется как результат наших ощущений, наблюдений и размышлений о созданном вокруг нас и организованном для нас мире. Вот мы и прочитали книгу «Слова назидания» Абая. Ставьте лайки, подписывайтесь, чтобы не потерять канал. Впереди много интересных книг. А эту мы прямо сейчас пойдем и отнесем на ресепшн в библиотеку отеля. Всем пока.